Силовики задержали 13-летнюю школьницу из Минска и составили протокол за то, что девочка написала баллончиком на асфальте слово «живе». Инцидент произошел 2 недели назад, но широкую огласку получил только сейчас, после того, как в милицию вызвали маму ребенка. Поскольку девочка не достигла возраста привлечения к ответственности, судить за такое страшное правонарушение будут ее родителей по статье о ненадлежащем выполнении их обязанностей. Со слов мамы, после того, как ее дочь не вернулась домой вовремя, она заволновалась и начала ей звонить. Лишь спустя несколько часов телефон взял сотрудник милиции и объяснил, что своей надписью девочка совершила пикетирование с целью публичного выражения протеста по факту проведения честных выборов. Женщине объяснили, что сама по себе надпись «живе» на белорусском языке, особенно в сочетании с еще одним словом, это гарантированная статья, да и вообще среди молодежи на мове говорить не принято. Кроме того, силовики предпочли проигнорировать доводы матери о том, что ее ребенок глубоко погружен в белорусскую культуру и уже много лет занимается народными танцами. Теперь женщине грозит почти 290 рублей штрафа и, вероятно, знакомство с комиссией по делам несовершеннолетних, которая обязательно захочет узнать, как ребенка довели до такой жизни, что она начала писать по-белорусски. Нелегитимная власть пошла по пути экономической борьбы со всеми, кто выступает против нее. Информация об увольнениях с госпредприятий за участие в протестах появляется буквально каждый день. Такая ситуация сложилась и на знаменитой фабрике «Коммунарка», корпоративные цвета которой еще с советских времен включают белый и красный. За поедание конфет «Коммунарки» белорусов уже привлекали к ответственности, а теперь режим взялся и за сотрудников предприятия. На прошлой неделе на фабрику пришел приказ об увольнении всех работников, которые были замечены на митингах или сидели на сутках. Приказ распространяется на тех, чьи родственники были замечены на протестах. Также под этот каток попали все, кто вышел из официального профсоюза. Уже к концу прошлой недели были уволены 11 работников, в том числе женщина, сын которой отсидел в Жодино в августе. Всего в списке на увольнение попали около 50 человек. Людям не дают время на поиск новой работы, они просто получают на руки заявление и оказываются на улице. Не намного лучше ситуация у тех, кто пока остается на рабочем месте. Премии сотрудникам урезали настолько, что их фактически не осталось. В среднем люди потеряли суммы до $200. Видимо, все идет к тому, что и без того сложной ситуации на предприятиях очень скоро работать на них будет некому. Санстанция закрыла до 2023 года поле одной из лучших футбольных школ Беларуси. Речь идет о детско-юношеской средней школе номер 2 в Борисове. Причиной такого решения стало якобы несоответствие работы футбольной площадки санитарным нормам. Дескать, мусорные контейнеры с биотуалетами стоят в неположенном месте, нет горячей воды и стационарных туалетов. По словам директора школы, перечней нарушений хватило на целых 3 листа А4. Парадокс в том, что ликвидировать эти нарушения у руководства школы не получится, так как на это нужны деньги из госбюджета, а их, как обычно водится в нашей стране, попросту нет. Самый массовый, самый любимый вид спорта, для которого, по большому счету, чтобы научиться играть, ничего не надо. Видимо, руководство Ассоциации Белорусской Федерации футбола взяло на вооружение слова нелегитимного и решило лишить детей даже стадиона. Пока склады Минского тракторного завода ломятся от непроданной продукции, людей массово сокращают, а достойные зарплаты рабочим только снятся, руководство решило устроить грандиозное празднование 75-летия предприятия и потратить на это ни много ни мало 150 тысяч рублей. Информация об этом появилась на сайте госзакупок, и это только стоимость оборудования сцены в Чижовка-арене. Пока неизвестно, кто на этом празднике жизни, запланированном на 29 мая, будет выступать. Вероятнее всего, на очередной шабаш диктатора будет выделено куда больше денег. Из внутренних документов, опубликованных в телеграм-канале «Матолька», можно увидеть зарисовки сцены. Правда, непонятно, откуда МТЗ возьмет такую большую сумму на пир во время чумы. Ведь только за первый квартал прошлого года чистый убыток предприятия составил почти 150 миллионов рублей. К слову, ранее завод также закупил 13 тысяч нагрудных знаков «Ветеран завода». Кажется, Лукашенко и его верные чиновники из Министерства информации нашли способ, как насолить Европейскому вещательному союзу, который не допустил на Евровидении пропагандистскую песню от Беларуси. С сегодняшнего дня канал Евроньюз исключен из списка медиа, которым разрешено вещание на территории нашей страны. Формальным поводом для этого стало истечение срока ранее выданного разрешения. Теперь вместо иностранного СМИ в Беларуси будут показывать российский телеканал «Победа», который позиционируется как масштабный проект цифрового телесемейства
семейства Первого канала. Он был создан к 75-летию Победы и транслирует советские фильмы о войне, а также современные российские телесериалы военной тематики, интервью с ветеранами, историками и экспертами. Отметим, что Евроньюз – это международный круглосуточный информационный канал, который вещает с 1993 года. Его основал Европейский вещательный союз, который в этом году занял твердую позицию в отношении группы «Голосы из места», восхваляющей нелегитимный режим, и отказал Беларуси в участии в международном песенном конкурсе в этом году. Друзья, в новом проекте «Телебудка» появилось развернутое интервью с создателем проекта «Маланка Медиа» Павлом Мариничем. Ссылку мы оставим в описании к этому видео. Включайте, будет интересно. До встречи завтра и живи Беларусь!